Sontix and Donk to secure it, seal the deal. Spirit, one of the last names securing that playoff spot. Blast Open Лиссабон. Всем привет, с вами Ник, вы на канале Team Spirit, и наш с вами путь начинается с плей-оффа, с четвертьфинала. К сожалению, с группы влога не было, но не стоит расстраиваться, потому что впереди вас ждет куча всего интересного и кое-что неожиданное и очень-очень необычное. Но об этом пока рано говорить, но долго в секрете я держать не буду, скоро все увидите. Мы прилетели в Португалию, ребята прилетели вчера вечером, поздно заселились, а сегодня уже стартуют тренировки и праки. Погода в Лиссабоне офигенная, настроение офигенное, поэтому чё сидеть дома, пойдем к пацанам. Здорово, Ник. Здорово. 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 Да, это селфи-палка. А ты сам сделал? Ладно, забирай. Она меня не смотрит. Давай, заходи. Я буду делать гайд на комнату. Вот, сегодня у нас гайд на комнату непосредственно на турнире Blast Open Lisbon 2025. Мы приехали в Португалию, в Лиссабон. 40 километров от мыса Рока, самая западная точка Евразии. 40 километров от нас. И 40 минут ехать. Короче, здесь есть зеркало здоровое. Позади нас была душевая кабина. Здесь есть раковина, туалет, биде, ванная. Даже шампунь дают. Можно мыться, можно купаться. Далее мы проходим сюда. Здесь есть непосредственно телевизор. 2 кровати. Матрасы офигенные. Мы сегодня поспали. Ну, я поспал, Влад, может быть, тоже спал. Но мы не вместе спали. Вот, короче, матрасы жесткие, подушки большие. Окна открываются. Очень крутой номер. Здесь лежит менеджер. Здесь есть вид из окна. Божественный столик. Ну, посмотрим. И все. Что мы здесь видим? Короче, если вы приезжаете на Blast Open Lisbon 2025 с каким-либо партнером своим или чужим, ну вы живете вместе, здесь есть специальная фича, допилили разрабы, можно посматривать в душ. Вот и все. А нахуя это вставлять вообще? Охуенно. Хочешь получать от игр Team Spirit еще больше эмоций? Тогда переходи к нам в телеграм-канал и забирай подарок от наших друзей. Мы идем в практис, сейчас быстренько посмотрим, что там за практис. Это наш, здесь маус. Там. Заходим в практис. Что у нас тут? Компы. Данечек разгоняется. Здорово. Здорово. У тебя новые перчи? Я сет собираю. У нас тут есть снэчка. Снэчка ни о чем. На самом деле. Нет, Red Bull, бля, есть. Все, остальное не надо. Ну да что докупим, что тут магаз есть, его налил. И куча пустого места. Ладно, нам надо будет с этим что-то сделать. Можно что-то сделать? Вот это надо. Опа. Стол и стол. Короче, нам надо будет вот сюда поставить стол на середину и самим закупить кучу снеков. Нет, кучу снеков это каждый, кто хочет, тот закупает. Уже такое проходили, потом я ебать, в каком меня минусе был, мне никто ничего не вернул. Больше так не делаю, блядь. А вы знали, что здесь хуйня номера полная? Тебе не понравилось? Открываются, братан, это вот Да здесь мне похуй на ок. Мне не похуй. У меня, блядь, розетки у кровати нет. А, это похуй. Схуяли Я похуй. по вас решаю, мне похуй. А, ну нихуя себе, у меня нет технологий. Данек, что про компы сказать можешь? Норм? Есть же такая Еще раз говорю, обед, 12. А Моник? 30, 90, 12, 700, 360. Подошел Димас. Димка, какой план у нас на сегодня? Я не знаю. Не знаешь? Наверное, праки будут. И демки посмотрим. То есть разбор ошибок? Но я буду какой-то? тренироваться просто. Ну, красавчик. У ребят начинается тренировка. Сейчас будут разбирать демки, там, ну, то, что Дима сказал. Мешать не будем, нужно привыкнуть к новому рабочему месту. Они потренируются, и мы с ними поболтаем. Да, я сегодня постараюсь забить 4 прака. После 4 праков будет свободное время, чтобы вас не нагружать. При этом сделайте акцент на качестве праков, чтобы вы между собой друг с другом договаривались, слушали Леню в середине, играли раундами, которые мы, вероятно, будем делать. Что я подразумеваю, чтобы меньше было у вас дозволенности. Не надо говорить, что вы что-то хотите потестить. Вы все равно зайдете в официалку и не будете бегать по другие точки и делать
будьте то, что вы обычно играете на практике. Хочу каждому из вас отметить, что когда мы начнем играть этот турнир, в случае, если турнир будет для нас благополучно складываться, мы пройдем Нави, будет у нас матч Vitality. Вот перед этим остановите свои мысли и подумайте о том, как проходило готовиться. Сетка здесь такая, что будьте готовы терпеть, если мы дойдем глубоко. Будет сложно. У нас 3 соперника, будет high-level. То есть нам нужно обыграть Нави, которые всегда сильны, нам нужно обыграть Vitality, которых никто не может обыграть. В головах может отложиться, как будто это для нас уже финал был, но не, нихуя. Кто там турки, G2, Маус, без разницы, какая команда выйдет, нам нужно будет через силу и пот, если мы дойдем до этого финала, нужно будет заходить на сетку. Это не нормальный результат будет, если мы дойдем до финала и опустим руки, скажем, устали там и так далее, эта хуйня не будет приветствоваться на этом турнире. Нам нужно заходить и себя выдавливать, черпайте силу откуда хотите. У нас должны быть нормальные 3 игры, в случае, если мы пройдем первые 2. Пока ребята тренируются, мы вышли поговорить с Сережей. Сереж, хотел тебя спросить, дать пару комментариев про прошедший EPL. Я знаю, были сложности, связанные со здоровьем у ребят. Так, что по поводу EPL. После готовиться у нас был недельный отдых. После него мы начали набирать форму. Первые недели были непростые для нас, потому что после того, как ты выходишь из отдыха, люди находятся в разной форме. Потому что кто-то отдыхает полностью от Counter-Strike, а кто-то не прекращает играть. Поэтому первая неделя была вкаточная. После чувствовав перед EPL, что мы в оптимальном состоянии. У нас хороший маппул крепкий. Приехали на EPL, уверенно вышли из группы 6-0. Опять же, это показатель того, что когда мы тренируемся, не выбиваемся из графика, у нас все окей. И далее Леня с Борей заболели сильно. У них была 39 температура, мы буквально не могли тренироваться 3 дня. То есть я работал с ребятами, а Леня с Борей восстанавливались. Матч с турками мы выиграли. Как говорил ребятам, не важно, какой будет счет, нам важно сейчас выигрывать. А качество не столь важно. Учитывая обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, нужно добирать по ходу турнира. После этого был матч с Маус, мы уверенно выиграли Даст, проиграли Нюк с 2 матчпоинтами из-за серии ошибок, которые мы потом обсудили. Вот. И далее Ancient, где у них впечатляющая статистика, 8-0, по-моему, на тот день у них было, да, при том, что мы провалили атаку по причине того, что неправильно использовали то, что мы заранее обсуждали. У нас были проблемы вообще с пониманием этой карты, и опять же это еще сказывалось то, что мы на Ancient мало практиковались, поскольку Ancient был как раз таки карта, которую мы должны были по ходу турнира добирать в эти 2 дня 3 между группой и плей-офф. Но эти дни у нас выпали, проиграли Ancient, но Ancient мы проиграли довольно равный, несколько раундов за экономику решили, в итоге 13-10 мы вылетели, после прилетели в Копенгаген, и в Копенгагене, соответственно, был матч за Ханс, который мы закрыли 2-0. После этого матч с Маус, где мы выиграем более уверенно Даст 2. Мы ведем с 3 матчпоинтами на реке и не смогли справиться в первую очередь вот здесь. Вот. И после этого Ancient, который мы тоже доминируем, проигрываем антифорс с пистолетом, и у нас было около 7 матчпоинтов для того, чтобы закрыть эту игру, но мы не справились с тем, что не могли сохранять холодную голову в ключевые моменты. И это и повлияло. В целом, если говорить то, как складывались наши матчи на EPL с Маус, и то, как скажется на Бласте, Даст мы провели более уверенно. Это показывает о том, что мы на этой карте действительно сильнее. А на Нюке у нас было еще больше матчпоинтов, и мы взяли 5 раундов за КТ, а до этого взяли 3. Да, но они смогли закончить игру. Это опять же говорит о том, что в первую очередь это проблема у нас в головах, а не что-то с игрой. И Ancient, опять же, мы вели в 3 матчпоинта, а суммарно с овертаймом у нас было их 7. Все это говорит о том, что нам нужно более хладнокровно подходить к окончанию матча. Вот. После этого были 2 серии с Face и Virtus.pro, которые прошли успешно для нас. И важно было после такого поражения, которое наносит урон нам в головы и каждому из игроков, вернуться и все же выйти из группы. За это ребятам респект. Такие матчи, как с Маус, которые ты не заканчиваешь суммарно эти 2 карты, взять с 10 матчпоинтами, они не проходят без ущерба на команду. Но мы с этим справились, и вот мы в плей-офф. Хотел еще спросить вот по поводу группы. Ханс, мы первый раз с ними играли. Со стороны казалось, что матч достаточно был простой, игра была достаточно простой. Хотел спросить, а какое будущее ты видишь у Ханс? Есть ли у них потенциал войти в топ-10 ХЛТВ?
Сейчас говорить об этом рано. Эта команда занимает в районе 100-го места в рейтинге. И в целом в регионе, в котором они играют, в Азии, там низкая конкуренция. Для того, чтобы говорить о каком-то подъеме этого КС, такие команды, как Mongols, должны по истечению времени появляться. Вот, то есть Mongols до момента, когда они начали выступать в топ-10, у них был костяк из 3 человек. Они меняли 2, добирали. Получился полноценный коллектив. В случае, если их никто не разберет, я думаю, что их пример покажет Монголии, что все возможно. У них появится больше фанатов игры, и, соответственно, через года, это, я думаю, вопрос даже не 5 лет, возможно, у них появится вторая команда, которая сможет конкурировать где-то на топ-30. А топ-10 говорить рано, потому что очень маленькая выборка игроков в их регионе. Я так думаю. Еще про Маус хотел спросить. Мы, получается, на ЕПЛ играли первый раз с составом новым. Да. Где Бролов на капитане вместо Сьюхи и появился Спинкс. Как сильно поменялась их игра? Не чувствуется более уверенной командой сегодня, более серьезным соперником? Или это тот же геймплей? Нет, это не совсем тот же геймплей, поскольку со Сьюхи у них строилось все с меньшим вариативностью пула действий на всех картах буквально. Сейчас он стал шире, и плюс Спинкс, он определенно добавил фарпауэра этой команде. Он в целом является очень хитрым игроком на своей роли. Он понимает, у него хорошее чувство тайминга в защите, понимает, когда пожимать, понимает, когда пожить, сейвит гранаты там, где это нужно. Что касается атаки, это человек, который может на себе держать широкую зону. То есть, там, если на Нике он в Vitality играл на нуле в соло, да, его сложно было там найти, так же, как и Рапса, допустим, сейчас в Vitality. Поэтому они, конечно, изменились, они стали хитрее, у них стало больше полудействий. Я не могу сказать, что это сильнее, чем со Сьюхи, это по-другому, и у них получается, это здорово для них. Зачем ты поставил Моник как Викиндера? Ты что, прикалываешься? Я никогда так не стоял. Стоял. А зачем ты сейчас поставил? Я так лучше играть буду, наверное. Мне ничего. Что ты делаешь? Пизды дам. Пизды дам. Что она? А я лучший среди тир-3. Я лучший среди тир-3, я на первом месте стою. Игроков от кого? Я тир-1, давай. Даешь ты мне напиши, ладно? Да. Когда колить будешь, я буду говорить, ты не можешь уже соревноваться. Ну, бля, в длину пойти или в КТ, ну да уж. Да уж, Серег. Такие разыгровки, блядь. Это что такое? Это что такое? Попался? Ты где резать начал? Я рад. Ты меня видел? Да, я стреляю. Блядь, крыса. Почему? Ну потому что как ты меня видишь, ты аж не слышишь. 23-го года Он бежит на широчайшем. Так, ладно, переигрываем. Блядь, реально. Ставьте на бум, пейте Red Bull. Ёб твою мать, блядь. Братан, блядь, он больше меня весит, блядь. Для контекста, что сейчас происходит, мы решили с Владом заполнить пустое пространство в практисе чем-нибудь. Влад придумал решение. Ох, ебать, тут еще покрытие, конечно, ну это нормально. Что? Начался новый день. Сегодня у нас медиа. Скоро, через полчаса уже пойдем с ребятами. Через полчаса, через 13 минут. Через 13 минут он, Даня, говорит, что, может, пойдем. Медиадень будет короткий, я так понял, там будут только интервью. Меня заебывают. Даня уже недоволен. Че, почему ты недоволен? Я всем доволен, вы чё? Всем доволен? Да. Так, ладно, недоволен. Ну вот, блядь, почему? Будет там видно, блядь. Вот ты посмотри, сколько у Дани интервью, сколько у остальных. Зря с нами не поехал. Куда? На Океан. Да похуй, я фейсте играл, что все игры на фейсте выиграл. А я проиграл. Бля, мы к Океану ездили, братан. И что, я все игры... Край старого мира. Да, мне очень плохо.
Что лучше, выиграть 4 фейста Просто или налево выиграть до конца. ебаный океан увидеть, который ты можешь на фотках посмотреть? Ну карту открой. Вот тут мы были. Вот в этом месте. Вот тут вот мы были. И потом мы отсюда пешком дошли вот до этого ресторана. Ну вот и нахуй мне этот океан, если я могу на фотках его посмотреть. Далеко, блядь, там, Это круче, там дорог нахуй. нету, да похуй. Это топ-1 место в истории Похуй. человечества. Мне кажется, оно перехайплено. Нихуя подобного, ты чё гонишь, блядь? Оно может быть перехайпленным, потому что это географически уникальное Знаете, место. какой десерт вы там Правильно, ставили? Сань? Ёбаный рот. И чем тебе местные завтраки не нравятся? А мы Я ни разу не ходил на них. Мы спим, да. Я сплю долго. Клубника вкусная. Там клубника есть? Да. Ебать, Причем я крупные. не скипаю больше. Крупные ягоды. Я не скипаю больше. Я не пробовал, но сказали, что вкусные, хорошие. Серега сказал, по-моему. Что берешь? Надо достать Да хуй помазать. его знает, тебе ничего не понятно. Минус лайф. Тут все на бразильском языке. По картинкам выбирай и все. На португальском. Видишь, по картинку половину обрезали. Да я ничего не буду, Сколько что ты вчера поделать, выиграл? до обеда подожди. Я вчера одну проиграл. Там какой-то, я видел ТикТок какого-то чела, он какой-то топ-2 типа сейчас. Мевсу, да, он без футболки играет, на ебанутый. Я 2 года подряд говорю, что я не буду с ним играть, потому что он без футболки ебашит КС просто. И чё? Ебанутый псих, просто псих. Зачем он обузит? Что будет русский? Играет Просто играет на русских серверах. А и ты всё. пати а будешь? русские сервера просто слабее, чем европейские. Понял, а ты пати будешь? Так он тоже в пачке на русских серверах. Вы оба ушлые, блядь. Я в соло ебашу лично. Пиздобол. А, не, я с Энзера Ты вчера с поиграл. Чоппером играл. Да, мы проебали сразу. Я с Энзера сыграл 2 игры, выиграл изично. А ты с кем обузишь? С Кирюхой. Так мы не обузим, у нас, блядь, 10 Да, тысяч. да, У да. нас 10 тысяч на двоих, нам кидают 2000 евро. Да. Ебать отрыв пиздец, Данек. Я даже не гриндил особо. Говорит, я даже не гриндил особо, так же чел. Нахуй океан смотреть, я, блядь, буду сидеть, фасик долбить. Я турнир хочу выиграть. Зачем? Так, давай быстрый анбоксинг. Чё за- Ебать, это дерьмо вообще конченое. А, я сыра дополнительного ебанул туда 10 кусков. Сколько из 10? Ёб твою мать, это сладкий круассан, а внутри ветчина. Фу, нахуй. Охуенно. Это пиздец. Серьезно? У меня сахара, куски на круассане. Скажи, что тебя спрашивали? Ну, сейчас вот ты давал ХЛТВ интервью, получается, и пари. Про поражение Маузам, про форму свою, как я оцениваю свою игру в этом году, про менталку, то, что Кеннис там говорил, что у меня менталка того, что если я не набью 30, то моя команда проебет. У тебя такая менталка? Сейчас нет. Ну и отъебем ли мы Нави? Я сказал, что нет. Почему ты так считаешь? Нави самая сильная команда мира. Я вот- В истории человечества. Ты даешь интервью как на русском, так и на английском. Вот. Кто более Кто, по-твоему? доебчивый? Ну нет, ну не доебчивый. Кто задает самые интересные вопросы? ХЛТВ, наверное. ХЛТВ? Да. Они более глубоко пытаются как-то закопаться, типа... Не заинтересованы, чтобы эти заголовки поинтереснее были. Какой самый, вот, не знаю, смешной вопрос ты помнишь на интервью? Что ты такой, типа, челы, что вы спрашиваете вообще? Бля, реально, что было самое смешное? Да Я было? помню, что мне очень что-то тупое спрашивали, но я не помню, что именно. Ну, типа, из разряда. Это, типа, не касалось игры? Ну, не знаю, самое, наверное, тупое, что можно спросить, братан, чем ты завтракаешь? Ну, что это такое, ну, я вообще не представляю. Есть просто какие-то вопросы, которые выбиваются из общего контекста, наверное. Как-то вот там про завтрак, там про еще что-то, там, ну, условно спроси про распорядок дня, я еще понимаю, но там про завтрак, ну, блядь, какая нахуй разница? Димас. Да. Что у тебя спрашивали? А вам по-моему, задавали задания одинаковые Например? вопросы. Ну, например, чем ты завтракаешь? Не, мне такое не нравится. Это вообще пиздец. Ты последние 2 турнира очень много на английском разговаривал. Да? Да, на EPL сколько, 2 раза? В группе вроде... Нет, немного на самом Ты начал учить английский? деле. Нет, это немного на самом деле. Немного? Я ничего такого не говорю. Не, серьезно, я не помню даже, если честно. Как тебе в сравнении, там, ну не знаю, взять год назад условно, тебе сейчас легче разговаривать? Типа отвечать на вопросы, которые тебе ставят? Ну да. Но мне и так легко было тогда. Ну просто, если год назад, если 2 года назад, то легче. Если 2 года смотреть. Но мне Боря есть, он мне помогает. Боря личный переводчик Димана. Что у нас, какой сегодня план? Я пойду гулять сейчас. Гулять? Да, пойду гулять. Куда планируешь? Starbucks. Прогулка до кафешки базовая.
А по городу ты не гулял? Я не гулял по городу, но мне не особо нравится пока что. Не нравится? Мне не особо, да, пока непонятно, короче. А 50 на 50. Ну, что-нибудь наверное, по городу? первое впечатление роляет, и первое впечатление пока не особо мне зашло как-то. Но погода теплая, хорошая. А ты был до этого в Лиссабоне? Нет, я первый раз. А в Португалии вообще? Первый раз. Вот я очень хотел съездить, как говорится, на турниры, но все, не было турниров. А тебя вот больше привлекают города, скажем так, бетонные джунгли какие-то, вокруг там нет воды, или портовые города, скажем так? Больше, наверное, портовые, если смотреть, ну, вот типа такого. Но почему-то тут мне не особо нравится, я не понимаю. Не понимаю. Ну, нету какой-то конкретной причины, я говорю, в первое впечатление, скорее всего. Мгм. Первое впечатление из-за того, что там усталость все такое, не особо мне. Ну, наверное, заходит. Короче, вот так. Но мы прошлись, вот, гуляли вчера с Леней. Ну, не по центру, а просто. Погода хорошая, в массе своей ничего такого, но и ничего такого, вау, пока нету. Я в центре не был, опять же. Или это центр? Я не знаю, вот он что-то, Лиссабон какой-то здоровый, я вообще не понимаю, куда не приедешь, кажется, что конца и края ему нету, и где там ну центр, вот. не поймешь. Поэтому я пока не знаю. Ну ты на набережной был? Нет. Не был? Нет. Вот пока на набережную не съедешь, выводы не делай. Покажи дом свой. Я съебался днем на 1000 блоков. А, ты в деревню другую пришел? Да, пришел. Ну возвращайся, показывай. Нет, Какая у тебя цель здесь? Ты хочешь игру пройти или ты просто бегаешь по кайфу? успокаивает. Успокаивает? Ага. Что конкретно тебя не успокаивает? Пиздить криперов. И ферму собирать. Ух ты, бля. Данек, ты играл в Майнкрафт? Да, он играл, он мне советовал, хотя. Всю жизнь. Ну серьезно. Ну да. Всю жизнь. А у вас есть вот это вот двухнедельная... Да ёпта! Двухнедельная фаза раз в год, когда ты Майнкрафт сидишь играешь? такой, да, и такой, блин, надо скачать У меня Майнкрафт. каждый день такой кажу. Алмазы в деревне, да ну нахуй. Вот это кайф. Я не знаю, что рассказывать. Как мне сказал? Мне на почту пришло письмо от FedEx, что нам Razer отправили какую-то хуйню весом в 1 килограмм. И теперь до меня доебываются на ресепшене и говорят, что им нужно еще какой-то документ. А я в душе не знаю, что им от нас надо. Они мне не написали, они просто отправили на мою почту, на мое имя что-то. По этому адресу, в отеле, в Лиссабоне. И оно сейчас здесь. И оно здесь. И там что-то от нас хотят, я не знаю. Единственное, у меня что, есть письмо от них, все, больше ничего у меня нету. Трек. Могу потрекать, не знаю, где он. Пришла какая-то посылка от Razer. From Razer, right? Yeah. Is it here? It's somewhere in Lisbon yet, so she tries to find out Okay. what you need and they need to accept it, because Okay. if without a VAT number they can't. Тебя заскамили просто, бро. Гуччи, сейчас денег попросите. Сейчас денег. Я скажу, что не мое вообще. Это не мое. Были у меня девайсы Razer. Razer такое. А вот Зови. У меня мышка Зови. Зови мне присылает. У меня были раньше девайсы Razer. После клавиатуры мышку, блядь, ага. 3 месяца прожила мышка, дабл-кликать начала. Клавиатура полгода. Просто половина кнопок перестала работать. А потом купил Зови вот в 2007, правильно? И Не. вот по сей день играешь. Не, мне на халяву дали, я кайфую вообще, блядь. Пушка. Мирик, сейчас на стримах, на последних играх комментаторы очень часто обращают внимание на эмку твою, конкретно наклейку с пимпом. Ты наклеил? Нет, у меня М, которую я попросил заходишь? у коллекционера, там просто 4 наклейки iBuy Power, и там был пимп, но я стирать его, очевидно, не буду. Мгм. Вот и все. Случайность абсолютно. Ты сам Клеил, какие-то наносишь клеил, вообще? да. Или ты придерживаешься правила чистых Я скинов? прежде к минимализму, можно сказать, я не люблю наклейки вообще на скинах. Вообще, в принципе. Какие вот, по твоему мнению, лучшие скины, которые вообще в кейсе были? В CSGO мне нравилось много скинов, особенно каких-нибудь одноцветных, либо двухцветных. В этой игре мне так же, как и в прошлой, нравится рыцарь. Из скинов на ноже это Руби или зеленый. Допустим, сапфир не так нравится, потому что сапфир в этой игре выглядит как обычные волны, и он разноцветный, что мне не нравится. Поэтому, ну, там, например, авик графит, потому что одноцветный. То есть из старых, типа, условно, Азимов тот же авик, он не попадает под это критерий. Ты считаешь, что слишком он какой-то... пестрый? Ну, да, вроде того. Не фанат. Так, и что еще? Ну, посмотрим. Давай. У меня вроде много что есть. Ну, допустим, есть вой, он вроде разноцветный и довольно пестрый, но в любом случае ты, когда его берешь в руки, у тебя как бы доминирующий цвет, он все равно один, что делает его подходящим мне, можно сказать. Допустим, есть Dragon Lore, опять же, то же самое, он не вписывается в рамки минимализма, потому что здесь много каких-то деталей, но у него доминирующий цвет тоже один. Но все равно я бы не сказал, что он мне прям нравится. А ты сеты собираешь по цвету?
Стараешься как-то подобрать скины, чтобы там с перчатками, с ножом сочеталось? Мне не очень нравится, как это выглядит. Ну, к примеру, в конкретный момент, вот у меня синие перчатки, у меня синий глок, синий юсп, синий дигл, синий Tech9. Вот у меня есть калаш синий, с синими стикерами, там, да. Но я в любом случае играю с вот этим, потому что на самом деле это странно, потому что в данном случае у меня получается синие пестрые перчатки, они яркие, и вот такой калаш, который тоже со стикерами, который другого цвета, яркого, но при этом он все равно как бы одноцветный, потому что здесь, во-первых, черный, что мне уже нравится, некоторые аспекты, они красные, и вот эта заполненная часть, которая черная, она все равно красная из-за стикеров, поэтому он как бы тоже одноцветный, потому что эти стикеры, они светятся. Ну, на самом деле, если так посмотреть, то я не такой уж и приверженец минимализма, получается. То, что ты показываешь, это явно не настолько пестро, как это сейчас в кейсах. Может, есть какие-то в мастерской скины, которые ты видел, которые не зарелижены, но тебе очень нравятся? Ну, таких много, но просто проблема в основном всех этих скинов в том, что они не вписываются в модель косметики CS. Как это понять? Ну, на самом деле, в этой игре довольно странно. В CSGO было понятно то, что скины пытаются делать более похожими на какие-то реальные изображения на оружиях, то есть в реальном мире, да? В этой игре тебя добавляют какие-нибудь вот такие вот. Я не знаю, этот кейс появился до CS2 или PS2, но, в общем, как-то плавно они начали отходить от каких-то, ну, таких моделей, как будто бы реальных скинов, потому что вот, допустим, старый кейс, вот такой скин, он выглядит, как будто бы это что-то реализуемое в реальном мире, да, и то же самое касалось других. Вот у тебя ламинат, ну, то есть выглядит как реальное оружие, просто красного цвета. А сейчас не так. У тебя скины всякие вот такие. Как бы в новых реалиях, мне кажется, больше скинов из мастерской могут появляться в игре. Но раньше, когда я там года 3 назад открывал мастерскую, и там разные скины, ты на них смотришь, и ты понимаешь, что это не добавит в игру, потому что это выглядит абсолютно, ну, не вписываешься. То есть какие-то скины из Valorant, типа, которые должны якобы появиться в CS, чего не произойдет. А что про брелки думаешь? Когда добавили, я бегал с обычным калашом без скина, с брелком, и мне нравилось, но мне как-то кажется, что в среднем я люблю более статичную картинку, и поэтому вот эти брелки, которые там болтаются от всяких движений, они немножко напрягают. Дистрактят. Ну, вроде того. Пацанов сейчас праки, один уже вот отыграли, сейчас будет второй, по-моему, их сегодня всего 5. Короче, опять до вечера за компами тренируются, потому что завтра вечером нас уже ждет игра в четвертьфинале. После праков будут еще занятия с Серегой, они будут разбирать новые тактики, готовиться. И что еще сказать? Ну а что тут говорить? Сегодня вечером мы жестко смотрели демки, достаточно много, потому что, ну, непонятно, что играть против врага завтра. Совсем непонятно. Ну мы не знаем, что мы пикнем, мы не знаем, что они пикнут, поэтому нам нужно было посмотреть примерно побольше чуть-чуть. Вот, посмотрели что-то, увидели, что-то не увидели, поиграли дезматч, сходили на ужин, и я хочу спать. Я тоже. Взволнован? Ну, это слово excited. Не знаю, нет. Не взволнован? Да. Рутина? Нет. Обычное дело? Нет. А что ты чувствуешь? Я уже ничего не чувствую давно. Dead Inside? Нет. Ладно, да, в общем, ребята сегодня реально провели весь вечер за подготовкой, плотно сидели за компами, потому что завтра супер важный матч. Сейчас уже поздний вечер, почти 12. Ребята все разошлись, как видите. Мы сейчас тоже пойдем отдыхать, набираться сил, потому что завтра нас ждет бой за что? Это что? За выход в полуфинал, да? Да. Увидимся утром. Хуяч в камеру.